Добрый вечер, дорогие друзья. Намасте всем. Так, секунду. Нужно разобраться с этим трафиком, и мы продолжим трансляцию. Итак, да, добрый вечер, намасте, из центра столицы Индии, конкретно из района Олд Дели, где мы сейчас находимся. Позади меня вы можете видеть Красную крепость, которая носит название Лал-Кила. Древняя крепость, которая была построена здесь еще во времена завоевания монголов. Вот там, надеюсь, вам видно сзади меня. И сейчас непосредственно мы входим с вами в район Олд Дели, самую, наверное, старую часть столицы. Это моя первая вылазка, впервые за 2 недели с момента, как я приехал в Индию. В первые же дни я подцепил какую-то местную болячку и хоть не до конца выздоровел, но уже у меня есть какие-то силы, чтобы выбраться и посмотреть город, показать его вам. У меня в планах есть посетить один район, который называется Spicy. I don't need bro, thanks. All spice man. Okay, I'll walk around, then come back to you, and we make it through together, okay? I'm a bit I need 5 minutes to walk around, you know, and then I come back to you, and we make it through, okay? I'll remember you. Okay, bro, okay. No problem. I'm a polo, sir. I'm a polo. Okay, bro, no worries. Итак, собственно, вот так здесь выглядит эта жизнь. Она сразу бьет тебя в лицо своим потоком. No, bro. I don't need now. I will ask later, okay? Now I have some plans. I'll come back later to you in 5-10 minutes, okay? 5 minutes? Собственно, давайте немножко углубимся подальше от этого чувака, который меня преследует. Посмотрим на базар, который здесь вдоль главной улицы. Здесь у нас что? Представлены всевозможные модели галстуков последнего сезона. Также снова вещи, натуральные D&G. Куда же нам пойти, в какую сторону? На самом деле мы сейчас находимся в этом районе Олд Дели, и он плавно переходит в мусульманский дистрикт, который называется Джама Машид. И мы, наверное, углубимся в его сторону, откуда я хочу выйти на улицу, которая называется Гарстин Бастион Роуд. Это известный район красных фонарей в Дели. Одна из самых пошлых и опасных улиц. Как раз таки и хочу посмотреть, как это все выглядит в ночное время. Посмотрим, что там интересного сможем мы найти, насколько это все опасно для белого человека. Этот район на самом деле также считается довольно опасным для туристов, в плане, что здесь много краж, пикпокетов. Поэтому я заблаговременно засунул все свои вещи в свою сумку, все убрал из карманов. И сейчас давайте же посмотрим еще немножко на его внутренности. Здесь у нас стритфуд. Какая-то сумасшедшая очередь к нему. Давайте попробуем пройти направо. Здесь, если ты белый человек, то ты становишься сразу как красной тряпкой для быка. Каждый норовит тебе что-то предложить, показать, рассказать. Спрашивает, откуда ты, что тебе надо, чем тебе помочь. Но чаще всего, как вы понимаете, это подразумевает какой-то скам или попрошайничество в итоге. Поэтому буквально через день ты уже понимаешь, как на это реагировать, и просто плавно от всего отказываешься. Вот так, собственно, это все выглядит. Этот трафик. Какие-то рикши, велосипеды, мопеды. Кошмар. Здесь, кстати, вот это очень вкусная штука, которую я для себя открыл.
Называется ласси. Наверное, пока единственное вкусное, что я нашел в Индии из стритфуда, из еды. Позже обязательно вместе попробуем с вами еще раз. А сейчас, кстати, спустя даже эти 2 недели я до сих пор ловлю этот культурный шок, когда выбираюсь на улицу. Первая мысль всегда это вернуться обратно в номер, обратно в комнату. И поэтому, пожалуй, для успокоения нервов я хочу найти какой-то барчик и выпить шот чего-то крепкого. После чего мы продолжим нашу экскурсию. Итак, мы плавно перешли в район под названием Джама-Машид. Вот, собственно, название района дано в честь вот этого строения. Мечети, которая считалась главной мечетью Нью-Дели, возведенная все так же во времена правления монголов здесь, в 17 веке. И вот так выглядит здесь улицы, какой-то шиномонтаж. Опять-таки супер-мега оживленный трафик. Также здесь повсюду торгуют фруктами, каким-то стритфудом. Вот так вот это все выглядит. Стандартные лавочки. Здесь вы не найдете классических супермаркетов, как вы привыкли во всей Европе или в обычных магазинах продуктовых. Здесь это выглядит вот так. Здесь маленькая будочка, где есть какие-то сухарики, вода и непонятного назначения пакетики. Наверное, с пищей, не знаю, сложно сказать. Также вы заметите, что здесь уже арабские названия. Вот так выглядит здесь местный стритфуд. Да, единственная проблема, о чем я не подумал, когда сказал, что хочу найти какой-то бар, это то, что мы сейчас в исламском районе, в мусульманском. И они не пьют алкоголь, поэтому здесь это будет крайне проблематично сделать. Но посмотрим. Повсюду здесь что-то варят, жарят, химичат. I'm good. Thanks. Здесь также у нас обувь, какие-то духи, магазин красоты. Снова обувь. Национальные наряды. Опять какие-то кафешки. Снова что-то жарится. Какая-то рыба. Вы когда-нибудь попадали в места с настолько живым человеческим трафиком? Где ты буквально протискиваешься сквозь эти толпы людей. Просто человеческий муравейник. Thank you very much. Сейчас с вами попробуем сахарный тростник, то есть сок из сахарного тростника. Давно хотел это сделать, но все хотел вместе с вами это на камеру запечатлеть. И вот наконец-то. Собственно, вот так и происходит производство сока. Чувак просто пропускает сахарный тростник сквозь такую... Как ее назвать? Тростникомолку. И на выходе вот там капает сок. Что ж, первый глоток. Неплохо. Довольно приятно. Что-то сложно сравнить с чем-то. Просто такая слегка цитрусовая, слегка карамельная, сладкая, прохладная жидкость. Но довольно неплохо питка и недорого. 50 рупий. Это
60 центов, я думаю, плюс-минус. Вполне себе рекомендую. Бар пока что у меня не получилось найти, но нашел такой шоп Bar and Wine. И здесь чуваки закупают, в основном я смотрю, чекушечки какого-то пойла. Сейчас спросим, что это, почем. А how much for this? What was that? Whiskey, rum? What is it? Rum is whiskey. How much for this one? Camera off. Okay, okay. Thank you. Итак, мы раздобыли шот местного вискаря. Называется Old Habit. Старая привычка. Стоит 65 рупий. Это меньше доллара. Это где-то 80-85 центов. За 50 миллилитров. И сейчас куда-то отойдем. Место поспокойнее для дегустации. Обычная картина в Дели. С наступлением темноты. Просто вдоль улицы ты видишь вот такие картины, где люди спят прямо на тротуаре, на проезжей части временами. Страшные картины, но такова реальность здесь. Что ж, друзья, нашел я уголок поспокойней, и давайте же продегустируем шедевр местного виски варенья. Итак, повторюсь, называется продукт Old Habit, стоит 80 центов, 42% алкоголя, 100 миллилитров. Естественно, акциза нет, но есть такая бумажка с каким-то QR-кодом и непонятными цифрами. Сок, к сожалению, я свой оставил тростниковый, поэтому будем употреблять данный продукт чистым. Знаете, можно сказать, слегка спиртуозное вхождение. Довольно сразу острые нотки бьют тебе по гортани, по носоглоткам. Но впоследствии он становится более мягким и довольно-таки вполне питким. Не так плохо, как ожидалось. Yeah, enjoy girl. Only 600 rupees. 600 for shot. One shot. One shot 600. Yeah. For about... Beautiful girl. No problem. Come. Okay, I'll take a walk and then something. Okay, thanks. Итак, первый сутенер, который предложил за 600 рупий секс. 600 рупий это, ну, наверное, около $8. 7,5-8 долларов. Что ж, мы только вошли, собственно, на эту улицу, которая называется Гарстин Бастиан Роуд. На самом деле, теперь она имеет сложно произносимое для иностранцев название. Ее переименовали в 70-х годах еще прошлого столетия. Но в простонародье она так известна под этим названием Гарстин Бастиан Роуд. Hi, bro. Название, кстати, ее было дано в честь одного английского комиссара еще во времена Ост-Индийской компании. Его заслуга была в том, что он объединил все бордели, которые были на территории тогдашнего Олд Дели, и перенес в одно место под фортификационные стены старого города Дели. И эта улица стала носить в честь него название Гарстин Бастиан. Этого комиссара уже давно нет в живых, как и стен, которые окружали тогдашний старый город Дели. Но, тем не менее, бордели, которых более сотни на территории этой улицы, и проституция в целом процветает
как вы видите. Да, вот так это выглядит сейчас. В дневное время это территория базара. Здесь на первых этажах располагаются всякие магазины, чаще всего связанные с шиномонтажом, продажей всяких автомобильных запчастей. Но в ночное время это место преобразуется в логово услады и борделей. Да, на самом деле проституция здесь в Дели считается легальной. Она была легальной и в доколониальный период, и в после, и в теперешнее время. Но такие понятия, как сутенерство, сватовство, реклама секса здесь запрещено. Это уголовно наказуемо, поэтому здесь нет девушек, которые заманивают тебя из окна, либо... Hi, bro. Hi. Your eye Lipa. is very beautiful, man. Oh, thank you so much. Welcome so much. Thank you, thank you. Да, на чем я остановился. Да, такие понятия, как сутенерство, реклама и так далее здесь запрещено, уголовно наказуемо. Поэтому девушки здесь живут в этих комнатах, которые на самом деле являются борделями, на втором-третьем этаже. Hello. Sorry, bro. No money. Just. Hello, state boss. हमारे से बात तो कर लो सर. Hello, hello. Huh? एक रिकॉर्डिंग बनने वाला है. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. All good? All good? मतलब हमसे एक कुछ बोलने के लिए चाहता है. Так, не могу собраться с мыслью. Не могу закончить мысль, то есть. Да, и, собственно, эти девушки, они находятся внутри домов с той идеей, что кому надо, тот сам найдет это место, потому что и так все знают, чем известна эта улица. И вот только какие-то рандомные чуваки подходят и могут тебе сделать какой-то оффер насчет поразвлечься. Ну и вот так, собственно, еще раз, опять-таки, все это выглядит. Сейчас 9 вечера, еще довольно оживленно. Если верить Гуглу, то после какого-то времени здесь наступает такое некое затишье. Все магазины закрываются, народ рассасывается. И только остаются те самые чуваки, которые предлагают тебе услуги своих барышень. Ну, либо вы можете найти бабочек вот здесь, прям проходя вдоль здания. Стоят представительницы этой прекрасной профессии. Но, честно вам сказать, из 10 вряд ли кто-либо осмелится поставить им больше, чем 2-3. Но, тем не менее. No video? No video. Okay, sorry. Okay, no problem. No problem. Так, попросили выключить видео, но зацените, как много здесь коров в каком-то сарае, не знаю, что это. Забавно. Посмотрите на этот трафик. Чувак полицейский просто с деревянной дубиной подходит и бьет других типов, которые тупят. Так, с ума сойти. Не хочу попасть под его дубину, поэтому, пожалуй, скроюсь отсюда.
Чуваки сами угорают с этого хаоса, местные, но все так и есть. Кто быстрее здесь, кто наглее, тот и прав. Другого правила нет. Вот она, реальная Индия. Малышки просто лежат вокруг мусора. Никто их не трогает. Полнейший chill, you know. And yeah. Да, кстати, я вспомнил о том, что я один раз за сегодня вообще ел, а уже довольно поздно, поэтому сейчас попробуем найти место, где мы сможем перекусить. Скорее всего, это будет какой-то супер местный фастфуд, потому что уже все закрыто, все рестораны. Проблема в том, конечно, что я не знаю, как называются местные блюда и продукты, поэтому обычно я просто показываю на тарелку того чувака, у которого более-менее симпатично выглядит. Ну, сейчас посмотрим, что мы сможем раздобыть здесь, в этом районе. Hello, boss. May I have something like this, but with rice? Rice. Like this, but with rice. Okay? चावल दो ना जी चावल. What is this? Potato? आलू सोयाबीन. Okay. That's it. Yes, please. Yes. Okay. Thank you. Итак, вот так выглядит мой сегодняшний прием пищи. Место, где я буду кушать. И вот так выглядит место, где моют ту самую посуду, из которой я буду есть. Thank you. Так. Пожалуй, вот это место выглядит плюс-минус адекватно. इधर गिर जाओगे, इधर बैठना. इधर गिर जाओगे. गिर जाओगे, इधर बैठो. यहाँ बैठो, यहाँ पे उलट जाएगा. इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ. यहाँ बैठ जाओ. Окей. По вкусу это довольно неплохо. Thank you, brother. Чувак еще мне подсыпает какой-то штуки, все время какой-то дает добавки. Но да, довольно неплохо. Из всего того, что я пробовал до этого в Дели, то это хотя бы съедобно. How much do I owe you? 100. 100, okay. Thank you. Thank you. Итак, ужин мне обошелся в 100 рупий. Это $1.20. Вполне неплохо, в принципе. Потому что до сих пор я еще не ел ни разу вкусно в Индии. Но это было хотя бы плюс-минус приемлемо. Тем более за такие деньги. Это самая улица Гарстин-Бастион, довольно короткая, всего, наверное, километр в длину. Поэтому я успел уже обойти ее и туда, и обратно. И сейчас вот вышел на соседнюю улочку, немного в глубине района. И вот так она выглядит. 10 часов вечера. Здесь вот такая движуха наблюдается. Опять-таки куча фастфуда, какие-то базары, барбершоп. Жизнь здесь кипит. Это слабо сказано. Даже курочек продают живых. Девушек практически нет. Разве что иногда попадаются какие-то женщины в хиджабах. А так, в целом, только мужчины на улице. 1000 rupees. 1000? Yeah. Ladki choti. For girl? Yeah. For good one? Yeah. I don't problem. It's per shot, per hour? Yeah, no. Good guy, lucky. 1 minute. 1 minute. Okay, 100 rupees. another guy offered me for 600. Yeah. 600? Yeah. It's much cheaper No. than 1000. Okay now. Yeah. Come now. Okay now. So no money. Yeah. Do you know what he's saying? No idea.
Yeah, I understood this, but bro, I don't have any money and I'm gonna go home. So thank you very much. Have a good evening. कितनी वीडियो बनाया है भाई? And take care. कितनी वीडियो बनाया? नहीं वीडियो नहीं I'm going home. I'm trying to tell that I'm going to इतनी वीडियो कैसे बनाया? सब अंदर भाग होता है यहाँ पे, ये काम होता है यहाँ सब. I don't need. I'm good, bro. Enjoy. यो हमारे भाई यू करा Enjoy. गुड ना Okay, I believe you, bro. Next time I will visit. And उनकी contact ऐसी you. तैसी मत करिए, मैंने बता दिया हूँ. माँ का भोसला उनकी. Okay. Thank you so much for offer. So much. I'm gonna go home. अब छोड़ बढ़ा Итак, друзья, пожалуй, время подвести итог нашей экскурсии. Спасибо, что были со мной на протяжении этого времени. Немножко посмотрели на ночной Дели, на местную улицу Притон. Поэтому спасибо. Bro, I'm going metro. I'm going home. I'm so tired. I want to sleep, you know. I'm done. I'm going home. I'm very tired. I want to sleep. I have no money, so I go home. Okay, thank you. Hello. Все, ребята, спасибо еще раз. На этой ноте мы заканчиваем. Скоро увидимся.